Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я расскажу вам, как вязать этот восхитительно нежный джемпер паутинку. И сразу начну я с показа вам схемы узора. Здесь будет использоваться два жгута. Правый жгут на 4 петлях ширина раппорта, левый жгут это 6 петель ширина раппорта. Для первого жгута раппорт в высоту составляет 4 ряда, для второго жгута 6 петель ширина и 8 рядов высота жгута. Про распределение узоров, как это все там в петлях выглядит, я вам расскажу сейчас чуть позже. Как всегда, девочки, я составила описание. Значит, длина данного изделия у меня получилась 59 сантиметров, ширина 56 сантиметров. Для размера 44-46 это будет свободный оверсайз. Для размера 48-50 это то, как на мне выглядит, что вы сейчас видели. Плотность вязания получилась в 1 сантиметре 1,8 петель и в 1 сантиметре 2,2 ряда. Это вертикальная плотность. Я вязала данный джемпер на спицах номер 5. Для отделки использовала спицы номер 3. И вот это все попетельное описание. Я сейчас вам буду все это рассказывать, показывать, в общем-то. Все сейчас подробно с вами увидим, разберем. Сейчас я, девочки, расскажу вам, как я вязала этот джемперочек. Значит, конечно же, начнем мы с пряжи. Я использовала пряжу вот такую китайского производства. Здесь все не по-русски, но состав ее махи, шерсть и акрил. Здесь присутствует как люрекс, так и пайеточки в небольшом количестве, очень тонкая ниточка. Я вязала ее частично в 2 ниточки и частично в 1 ниточку. То есть паутинка у меня идет не везде, а только в определенных местах. Рукава я вязала в 1 нить и вот эту вставочку, которая идет у нас. Это вот спинка. Так смотрится в 2 нити. Смотрите. Это связана спиночка в 2 нити. И вот таким образом смотрится в 1 ниточку связанный рукав. У меня, смотрите, можно бесконечно смотреть на эту прекрасную вязку, эту паутинку. Еще этот люрекс, пайетки, все это мерцает, все это так завораживает. Это действительно прям-таки очень красивое получается вязаное полотно. Очень красивое, красивое, красивое. Итак, перед вами спинка, связанная в 2 ниточки. И я переворачиваю. Это у меня перед связан в 1 ниточку. И сейчас я вам покажу плавный переход. То есть вот это в 1 ниточку у меня идет перед. Видите, как красиво тоже смотрится, завораживает. Пушочек здесь присутствует после ВТО. Так, девочки, и вот место перехода. 2 ниточки переходят в 1 ниточку. Вот это место. Вот оно как выглядит. Красиво, эстетично смотрится. Ну, в общем-то, переход не такой я бы сказала так, очень гармонично получается. Красиво, хорошо получается переход. Вот. То есть у меня в 1 ниточку, еще раз повторюсь, связаны рукава и вот это вот кокетка по переду.
а все остальное связано в 2 нити. Вес данного изделия составляет 140 грамм. Еще раз я вам продемонстрирую, как смотрится красиво, завораживающе. Не знаю, передает ли камера вот это вот мерцание. Здесь все в люрексе, и это очень красиво смотрится. Еще маленькие пайеточки, очень такие гармоничные, красиво. Так, у меня конструкция. Сейчас мы будем с вами говорить. Как вы видите, цельновязанный ворот здесь связан. То есть я здесь не вывязывала никаких... Здесь вот у меня резиночка по бокам идет. Об этом чуть позже я расскажу. А здесь продолжение узора идет. Что по переду, что по спинке. В одну ниточку продолжение идет узора. Производитель не пишет, сколько здесь длина нити. Нигде это не указано. На данное изделие у меня ушло 3, получается, мотка понадобится такой пряжи. И вес, еще раз повторяю, 140 грамм. То есть, если вес вот этого мотка 50 грамм, то вам надо 3 таких мотка для данного джемпера. И давайте с вами посмотрим конструктивно. Вот такое у меня описание. Это описание я всегда выкладываю под видео. И вот такая вот у меня присутствует всегда выкройка. Схематично показываю, как она выглядит, как это вяжется. Ну, начинаем мы, конечно, все мои практически модели начинаются снизу. Я вяжу на круговых спицах. Начинаю я с того, что вяжу планку резиночкой 1 на 1 на высоту 3 сантиметра. Для резиночки на спице номер 3, на круговые спицы номер 3, я набираю 180 петель и вяжу 3 сантиметра резиночкой. Основной узор у меня вяжется на спицах номер 5, и в узоре присутствует уже 204 петли. То есть вам надо будет связать один дополнительный установочный ряд, в котором необходимо будет равномерно прибавить 24 петли, чтобы получилось 204 петли. Все это вяжется на круговых спицах. Вот таким образом выглядит у меня распределение узоров. 204 петли у вас на спицах. Узоры составляют панель, значит, по спинке и по переду по 100 петель. Узорная панель. И между ними вяжутся 2 изнаночные боковые. Справа и слева по 2 изнаночные боковые. Так. И вот у меня эта панель, которая 100 петель занимает. Здесь вот такие циферки вам сейчас пока ни о чем не говорят. И я сейчас объясняю эти цифры. Все, что у меня вверху над линией, это лицевые петли. Все, что внизу, это изнаночные петли. Вяжется изнаночной гладью. А вот эти вот верхние лицевые петли, лицевая гладь, это, собственно, наши узоры. Это жгуты на 4 петлях и на 6 петлях. То есть тот жгут, который 4 петли, имеет раппорт в высоту 4 ряда. Тот жгут, который 6 петель, имеет раппорт в высоту 8 рядов. Это перекрещиванием направо. У большого жгута широкого перекрещивания идут налево. И здесь схематично я показываю, что вот у меня по центру центральная панель 36 петель. Это идут 3 жгута подряд по 6 петель. Между ними изнаночная гладь идет. То, что у меня вверху показано 4, это маленькие жгуты по 4 петли. Вот. И внизу это тоже изнаночная гладь. То есть, смотрите, наша рельефная панель составляет, начинается 4 петли, это жгут на 4 петлях. 6 изнаночных, это 6 изнаночных петель. Опять жгут на 4 петлях,
6 изнаночных петель. Жгут на 4 петлях, 4 изнаночные петли. Жгут на 4 петлях, 4 изнаночные петли. Жгут на 6 петлях, 3 изнаночные петли. Жгут на 6 петлях. И так далее. Зеркально симметрично. В сумме это 204 петли. Потом эти 2 изнаночные, когда мы переходим на вязание спинки переда, уже на прямые спицы, они уходят у нас в кромочные. Вот эти 2 изнаночные боковые. А панель так и продолжает узорная вязаться. Продолжается вязаться по спинке и по переду. По переду у меня идет, значит, переход на одну нить. И делаю я это снизу 10 раппортов вот этого жгута, 10,5 раппортов вот этого жгута я вяжу, который на 6 петлях, и затем перехожу на вязание в одну нить. Имейте это в виду. Рукава полностью связаны в одну нить. Сейчас я к ним уже тоже перехожу. Сейчас я вам расскажу, как я их вязала. Но я еще и спинку перед не до конца вам рассказала, девочки. Давайте до конца. Итак, от нижней планки резиночкой 1 на 1 связанной высоту будем вязать 64 ряда. Затем разделяем полотно на спинку перед, переходим на прямые спицы номер 5. Высоту вяжем еще 42 ряда. И затем у нас будет формироваться скос плеча. Скос плеча я формировала укороченными рядами, не закрывала петли, девочки, а именно их откладывала. Откладывала на отдельную спицу, чтобы потом по открытым петлям сшить связать с помощью крючка. Получается достаточно тонкий, аккуратный шов. Сейчас я вам его покажу. Значит, у меня как распределялись здесь петли. По 31 петли у меня ушло на плечи, и 40 петель у меня выделялось на вырез горловины. Как закрываем скос плеча? 18 рядов составляет высота скоса. Значит, закрытие, вернее так, не закрытие, а откладывали укороченные ряды. Первый раз я отложила, значит, 5 петель, второй раз 5 петель и далее 7 раз по 3 петли в каждом втором ряду. То есть это все через ряд петельки у нас откладываются. В итоге высоту 18 рядов будет составлять этот скос. Оставшиеся 40 петель по вырезу горловины мы тоже откладываем на дополнительные спицы, никак не закрываем их. И в общем-то, ждем своего часа. Спинка перед вяжется абсолютно одинаково. И затем переходим к вязанию рукава. 2 рукава тоже совершенно одинаковых. Я не вяжу их на круговых спицах, а делаю шов. Мне так удобнее и быстрее. Не люблю я круговые спицы, маленькие вот эти вот, не нравятся мне. Рукава мы вяжем снизу вверх на прямых спицах. Также, значит, набираем на прямые спицы номер 3 45 петель, вяжем резиночку 1 на 1, высоту 3 сантиметра. В последнем ряду равномерно прибавляем 9 петель, чтобы на спицах получилось 54 петли. И переходим далее, значит, на спицу номер 5 и вяжем узорами. Вот таким образом у меня по рукаву идут косы. 54 петли. Ну, идет, конечно, кромочная, 15 изнаночных, 4 петли. Вот видите, значит, все, что вверху, это жгуты, все, что внизу, это также у нас изнаночная гладь. То есть 4 лицевые петли, это жгут на 4 петлях, 4 внизу, это 4 изнаночные, по центру идет 1 жгут на 6 петлях, затем опять 4 изнаночные и 4 лицевые, это вверх, это жгут. И заканчивается все 15 изнаночных, кромочная. 54 петли у вас, вот они.
на спицах. И мы будем сейчас также прибавлять петли. В каждом 10 ряду 8 петель надо будет прибавить справа и слева зеркально симметрично. Высоту на мой рост 1,62 м. Значит, у меня рукав составил 38 сантиметров. Это 84 ряда я вязала. И на спицах у меня в самой широкой части это 70 петель получилось. Эти петли мы закрываем, не стягивая полотно, свободно, очень свободно закрываем. Вот, и делаем боковой шов у рукава. Все, все готово к сборке изделия. Смотрите, как выглядит, значит, плечевой шов с помощью крючка по открытым петлям. Он очень аккуратный, тонкий, изящный. Видите? Смотрите. Эта спинка, перед соединились. С изнаночной стороны, вот с помощью крючка, я их соединяла. Как видите, тоже очень это все выглядит тонко, изящно, не грубо. То есть для такого воздушного полотна это самый наиприемлемый вариант. И в то же время шов дает нам стабилизацию. Видите, он не дает тянуться такому хрупкому, я бы так сказала, тянущемуся нежному полотну. Он стабилизирует. Это очень важно. Так, про это я рассказала. Теперь про вырез горловины, девочки. Вот у вас 40 петель по спинке, 40 петель по переду. Мы их объединяем на круговые спицы номер 3. И вот здесь по боку у вас остается 8 петель. 8 петель. 8 справа, вот схематично, 8 справа, 8 слева. И к ним надо добавить в каждом, через петлю, короче, еще 7 петель. Так, чтобы вот здесь у вас получилось по бокам 15 петель. 15 справа, 15 слева. И это будет у нас резинка 1 на 1. То есть узор я продолжаю вязать на 36 петлях. Вот они у нас идут, эти 36 узоров центральные. Вот именно они у меня и продолжают вязаться по вырезу горловины в высоту. А вот эти вот оставшиеся 4 справа, 4 слева, вот я их, значит, 4 вот они идут от переда, 4 от спинки. Вот они, эти 8 петель в сумме составили. К ним я добавила еще 7 петель. То есть у вас 15 петель идут резиночкой 1 на 1. Вот здесь, по бокам. Имейте это в виду. И в высоту вяжите еще 10 рядов. Можно побольше, кто как желает. Закрыть надо будет эти петли очень свободно. И сверху, для того, чтобы красиво, аккуратно смотрелся край, и вот он, знаете, такой не был волнистый, некрасивый, неряшливый, я обвязала одним рядом крючок номер 2,5 берете и один ряд в одну ниточку тонко, аккуратно делайте обвязку столбиками без накида. Всего один рядочек, и вот дает такой ровненький, красивый край. Очень красивый, эстетичный край. Голова прекрасно пролезает, даже свободновато. То есть все хорошо получается, аккуратно и изящно. Все, что вам останется сделать, это вшить рукавчики. Вшиваю эти рукавчики любым способом, который вам нравится. Кто матрасным швом. Я лично назад иголку люблю. А сейчас я вообще начала крючком сшивать. Мне это тоже нравится. Крючком. Получается имитация машинной вязки. Вот мой шов. Такой получается на таком прозрачном полотне, где и рукав у нас, и вот эта кокетка по переду связана в одну нить. Вот так он смотрится, этот шов. Здесь у нас идет жгутик. Вот таким образом, девочки, я связала эту воздушную паутинку. Ну, скажем так, частично воздушную. Все-таки здесь есть вариант в 2 нити. Большая часть изделия связана в 2 нити. Вернее, даже половина.
Можно продолжить вязать в 2 нити, кто не хочет такой вот воздушного перехода. Вот. Но мне кажется, что это более так как-то гламурно смотрится, красиво. Вот этот вот переход от более плотного полотна к более такому нежному, изящному. До новых встреч!